Всем привет! В этом видео речь пойдет о технике создания декоративного покрытия древесины. Стандартные виды покрытий, конечно же, все знают. Это различные виды масел, красок, лаков, морилок, пропиток и так далее. Так что в этом видео я покажу более нестандартные способы использования покрасочных материалов. Даже скорее это можно отнести к искусственному состариванию древесины. В основе этой техники лежит броширование и нанесение различных видов колерованных масел, красок акриловых и меловых и цветных восков. Обработанную таким способом древесину можно использовать для отделки интерьера или для декорирования изделий. В видео я расскажу о том, как я создала каждый из 12 образцов, так что в процессе вы поймете, что это совсем не сложно и может повторить даже человек, который никогда не пробовал работать с покрытиями древесины. Для демонстрации я подготовила 12 одинаковых заготовок. В качестве материала я выбрала сосну, так как это самый доступный материал для всех. Ну и активный рисунок сосны идеально подходит для техники броширования. При брошировании нужно хорошенько защитить органы дыхания и зрения, так как пыли много, она мелкая и проникает под очки. Для броширования я использую полимероабразивную щетку с зерном 46 фирмы Osborne. В отличие от металлической щетки, она очень деликатно снимает мягкие волокна, при этом не трогает твердые, не царапает их. Ну и также это более безопасно, так как кусочки металла не летят в человека. Для первого способа я использую колерованное масло черного цвета. Это тиковое масло. Наношу его кусочком ткани. И затем, по прошествии 1 минуты, наверное, я стираю чистым кусочком ткани излишки. И получается сразу контрастный рисунок, где-то темнее, где-то светлее. И чтобы придать более интересный вид образцу, я наношу темно-зеленый воск. Получается такой очень глубокий оттенок зеленого. Таким способом у меня отделана стена в гостиной. При разном свете она играет разными оттенками. Для второго способа я также беру цветное масло, цвет белый дуб, и наношу его тоже на заготовку кусочком ткани. В данном случае дожидаюсь высыхания и затем сошкуриваю, открывая естественные волокна древесины. Затем все это обрабатываю маслом на основе воска. Кроме защиты, это еще придает более контрастный рисунок дерева, так как немножко желтит естественные волокна. Для третьего способа я наношу воск в места, где хочу оставить естественный цвет древесины. Затем сразу наношу краску шеби и после высыхания сошкуриваю. В тех местах, где был воск, древесина стала совсем нетронутая, светлого естественного цвета. И затем все покрываю лаком. Кроме защиты, это еще придает яркости краски шеби. Четвертый способ, в принципе, похож на третий, но тут я обошлась без воска и сошкурила краску после высыхания, но немножко остается оттенок в местах, где была краска. Затем я наношу масло цвета лиственницы, рыжего такого цвета, и оно придает немножко оттенок зеленому, и все получается вот такого теплого тона. Пятый и шестой способ я решила показать, как использовать шпаклевку. Наношу шпаклевку по дереву белого цвета. Такой способ очень хорошо подходит в местах, где нужна поверхность без рельефа, например, столешница. Нужно нанести шпаклевку и затем после высыхания сошкуривать до ровной плоскости. И затем попробовала темное и бесцветное масло.
Для 7-го и 8-го способа я использую горелку. Обжигаю уже предварительно обработанную щеткой поверхность, а затем сразу по выжженной поверхности я наношу белый и темно-зеленый воск. Он немножко смешивается с горелыми волокнами, и получаются вот такие вот глубокие оттенки светло-серого и темно-зеленого. 9-й способ очень простой. Он делается любой акриловой краской. Например, я взяла черную краску, нанесла, и после высыхания сухой кистью я наношу белый хаотичный рисунок, так чтобы совсем немножко касаться древесины. Десятый способ похож на старую, несколько раз покрашенную доску. Наношу специально сначала красный цвет, чтобы было контрастно и хорошо заметен эффект. И затем покрываю воском те места, которые хочу открыть в дальнейшем. Сверху наношу краску шеби, она на основе мела, так что очень легко снимается. И затем шпателем аккуратненько снимаю еще не до конца высохшую краску. Очень легко все снимается, и получается вот такая вот старинная доска. 11 и 12 способ также использую шпатель. Сначала наношу краску светло-серого цвета, дожидаюсь высыхания, и затем на одну заготовку я наношу светло-оливковую краску и шпателем снимаю сразу все лишнее. Получается такая едва заметная градация рисунка, а на вторую заготовку я наношу специальную краску красного цвета, чтобы была заметна разница. И получается вот так вот сквозь второй слой проглядывает первый. А вот что я сделала из этих цветных досочек. Распустила их пополам и сделала декоративное панно.